Всем привет, котины! С вами Тархон, это Hearts of Iron 4, и сегодня мы с вами создадим Европейский Союз. У нас пока нету этого решения, но когда мы за Третий Рейх перейдем в демократию, а это можно сделать благодаря новой веточке фокусов, которые в DLC добавили 1.5 версии, возвращение свободных выборов, и там у нас поддержка демократия будет повышаться, и так постепенно станем демократами. Так что этим заняться мы с вами можем. Ну и тогда у нас, естественно, когда мы станем демократами, появятся данные решения. На начальном уже этапе нам придется немножко сыграть за Третий Рейх, но, надеюсь, вам понравится идея именно демократического рейха и создания Европейского Союза именно за него. Всем приятного просмотра, надеюсь, вам зайдет. Чтобы хоть немножко приблизиться к будущему созданию, я повоюсь с Нидерландами. Уж простите меня за это, но небольшая война нам нужна. Оправдание готово, и сразу же начинаем в это время войну. И последний город пал. Захватываем все регионы. Начинаем свергать Гитлера. Фокус на свержение Гитлера выполнен, и офицеры бросают вызов Гитлеру. Начинается гражданская война. У противника у Гитлера 21-30 дивизий, у нас с вами 83. Жалко, правда, что корабли поделились, это самое неприятное, но а так мы себя вполне себе неплохо ощущаем. Гитлер найден мертвым. Все, Третий Рейх капитулирует, отличная новость. Выбираем возвращение свободных выборов. Все, теперь нам надо дождаться, пока будет 40% поддержки партии центра, и мы с вами сможем сделать монархический компромисс и уйти в демократию. А вот мы с вами стали демократами, 57%. Вот оно решение на создание Европейского Союза. Австрия присоединилась к Новой Германии. Мюнхенская конференция, по результатам которой мы получаем Судеты. Франция превыше всего. О да, французы молодцы. Я надеюсь, что они, конечно, будут привлекать Италию на свою сторону, но они решили пойти по Франции превыше всего. Собственно, альянс сейчас с Италией создат, с французской Испанией, да? Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, гражданка во Франции. Демократы, точнее их остатки, против фашистов. Судьба Югославии. Мы можем аннексировать всю Югославию, можем сделать Хорватию марионеткой, можем же сделать марионетками Хорватию и Югославию. Давайте выберем последний вариант. Кстати, смотрите, 22 дивизии у Югославии остались, так что это вполне себе неплохое решение. Мы даже немного войск получили благодаря вассалу. Франция фашистская победила, и теперь, я думаю, в скором времени нам стоит ждать создание Итальянского союза, и Италия превыше всего, да. Венгрия обосновывает цель войны против нас? Серьезно? Требования Трансильвании? Румыния отказывает. Венгрия, смотрим, начнется ли война. Да, война начинается, и мы в эту войну тоже входим. Призываемся. Да. Как видите, Венгрия сминается, просто как нечего делать. Ну, а что вы хотели? Что вы думали, Венгрия против нас выстоит? Ну, конечно же. И это лишь мечты, которые, как видите, к сожалению, для нее, видимо, не воплощаются. Но у нас должен быть очень большой вклад, кстати. Давайте посмотрим. Так, пропущен. И перемирие. 303. Ху-ху. Забрали себе все территории, а теперь спокойно давайте к управлению субъектами, точнее, оккупируем территориями. И дадим независимость Сербии, Воеводине. Ну, давай. Отпускаем. И даем свободу Венгрии. Польша присоединяется к союзникам. Да, конечно, конечно, Польша. Я также мечтал побывать с тобой одновременно и с союзниками. Сентябрь 40-го года. Мир прям в огне. Япония забирает 23 региона, делает марионетки. Италия... Ху-ху-ху, Италия! Оправдать цель войны. 260 дней. Ху-ху-ху. Ну давай, Муссолини, давай. Ты смелый. Я в тебя верю. О, в союзнике Италия. Ох. Британия. Попроситься в альянс. Мы теперь в союзниках. Да, к сожалению... А, я же могу сделать... Данциг или война попросить. Это будет интересно. Ух ты, Советский Союз, претензии на Польшу. Ух. Неплохо, неплохо. Оп, Румыния присоединяется к альянсу союзники. Молодец.
Теперь мы можем прожать интеграцию военной экономики, и мы получим марионеткой Венгрию, которая, ну и так является нашей марионеткой, еще и Румынию. Ну все, Советы начали оправдывать войну против Польши. Ну что, поможем, мы же демократия, нам надо помогать нашим союзникам. 6 марта 1941 года Советский Союз объявляет войну государству Польши. Ну и наша цель это просто сдержать атаку, и не более того. Данциг в обмен на Словакию, смотрим. Данциг отдан в обмен на Словакию. Советы начали атаковать, и все зелено. Ну, пускай пытаются. Ну, первое время войны пройдено. Мы потеряли 179 тысяч, 82% вклад наш. 1 350 000 потеряли Советы. Притом очень странно показывает, что Польша 650 тысяч убила, и мы всего 530, в то время как большая часть все-таки именно об нас погибала. Но, видимо, когда наша дивизия находится на территории Польши, так рассчитывается или еще как-то. Но увидите, большая часть границы именно нашими войсками держится. Я, честно, особо не пойму, как логики расчета, но какая есть, такая есть. Ладно уж. Серьезно? Япония объявляет войну Франции, фашистской. Франция вступает в союзники. Да, конечно. Ой, вы, конечно, этого не видели, но Италия вступила в Коминтерн. Да. Я просто забыл запись включить, извините. Но бывает порой. Мы с вами под Ленинградом уже находимся. Ну, вместе с поляками, кстати, и с другими союзниками, поэтому... Надо дать должное, мы вместе атакуем. О, и наша одна дивизия против вражеской одной, и мы даже успешно идем. Все, битва за Ленинград пошла. Ху-ху-ху-ху-ху. Смотрите, 70 дивизий, почти 70, мать вашу. Давай, если ты сейчас прорвешь, это вообще будет классно. 70-ку окружить. Так, держи их. Не-не-не-не, даже не думай отпускать. Подожди. Там же 70 дивизий, вы чё? Если просто сейчас их забрать, это будет, конечно, феерично. Ну-ка. Да! Вот это котлище, смотрите, друзья мои. 60... сколько? 70 с лишним дивизий. Вот да. Еще немножко, и Советский Союз тоже капитулирует. Остался буквально 1%. И видите, докуда мы уже с вами добрались. А союзники пытаются что-то сделать, но у них не выходит. И Советский Союз капитулирует. Отличная новость. Раздел Греция. Сделаем Болгарию нашим должником. Я могу взять себе укрепление национального духа, потому что как бы все те территории, которые должны, они находятся как раз-таки под контролем. Ну давай. Немецкие танки вступили на землю Танну-Тывы и захватили ее. Но также они теперь вступили на землю Монголии. О, наша высадка в Италию. Нам главное закрепиться здесь, а там уже дальше будет проще. Так, ну, удалось. Хорошо, давайте. 4 дивизии, да? Половину давайте еще сюда сведем, пока там снабжение есть. Как хорошо мы продвигаемся в Италии. Смотрите, высадки ВБ ничего не решают, а вот наши высадки прям, забожили. Оправдание захвата региона Каталония государством Германия выполнено. Объявляем войну. За объявление войны минус 7 напряги. Давай. Мы создали 26 мировой напряги всего. Вот да. И, конечно же, в Коминтерн. Но все-таки он это сделал, и он освободил границу. Ай, дурачок, что ж ты творишь-то, а? Зачем? Зачем было это делать? В итоге я сейчас спокойно зайду еще и отсюда. О, мы наконец-таки в Мессину пробились. Очень долго, кстати, мы здесь пытались что-то сделать, но искусственный интеллект все-таки пробил. А, нет, все. Ух, а с Италией-то что, перемирие не дали? Или с Италией типа потом? Странно. Ну, нам дают возможность замириться с Бельгией, с Люксом. Ну, здесь мы забираем, потому что эту территорию нам необходимо было забрать. А еще я заберу Испанию. Почему? Ну, потому что я хочу Испанию. Ой, я сейчас наделал марионеток, не переживайте. 162 региона. Агрессор, 100%, 103 вклад. О, да. И нам осталось Италию добить, которая, кстати, вообще-то 21%. Все, Италия капитулирует. Ой, просто молчу, а. Сколько итальянских территорий Франция забрала. Просто охренеть, блин. Вот что вот это такое? Она забрала столько территорий Италии, что прям... Просто вау. Это Муссолини. Классно. Воевали с Муссолини, и Муссолини остался же. Для выполнения нам задачки-то еще маловато. Нам надо как бы Францию и Италию еще контролировать.
Ну а теперь подходим к самому интересному, к 42 году, к августу и к тому моменту, когда я решил наконец-таки повоевать с Францией. Да, я это уже записываю после того, как вышел стрим на 50 тысяч, где мы с вами тоже Европейский Союз создавали, и нам помешала Бельгия, поэтому в данной версии я решил не помогать союзникам, которые воевали с Японией, захватывать его, а просто сразу же выйти и повоевать с Францией. Благо у меня, кстати, есть фокус на войну с Францией, я обход линии Мажино, конечно, прокачал, а вот следующий на войну с Францией нет. Так что спустя 70 дней мне обещали его выдать. Но тут даже более идеальный случай подогнался, а то, что так как Франция является фашистами, то я могу на нее сам продать войну всего-навсего за 30 дней. Так что, понимаете, я решил сделать именно так. Ну и да, я еще применил тактику, которую показывал на стриме, а именно тактику заранее высадки на ВБ и на Америку. На Америку я отправил 96 дивизий, и все они были от марионеток. От Румынии, Венгрии и Югославии. Да, это, конечно, минус, я потом это пойму, но да ладно. Надо было отправлять свои гениальные дивизии, но мне они были очень нужны на континенте. И да, кстати, Польша могла вступиться против нас, но благодаря тому, что мы в Данциг обмен на Словакию делали, и еще, кроме того, мы делали с ней дружбу, то есть получали плюс 85 отношений, просто поддержку демократии. Благодаря всем вот этим вот показателям Польша против нас так и не вступилась. То и притом, более того, после войны мне удалось сделать с ней пакт о ненападении. То есть война началась, а я такой, хоп, давай пакт на ненападение, Польша, ты на меня не нападешь. Она такая, да, без проблем воевать не буду. Никого из своих вассалов я, естественно, в эту войну призывать не стал и просто... По сути, додавил очень быстро французов, так как они никакого сопротивления особого оказать не смогли. Более-менее ПВЛ с ВБ, там она успела 30 с лишним дивизий спавнить в Лондоне, но я их выбил, потом окружил и уничтожил, и тем самым ВБ захватил. Ну и в Америке тоже немножко позахватывал побережье восточное, получается, относительно нас. Ну да, восточная. Хотя с запада от Германии, но так-то оно восточное. И да, другая проблема в том, что союзники воевали против Японии. В итоге мне пришлось тоже вторгаться в войну против Японии, чтобы отвоевать часть территории на территории ВБ, а также на территории Франции. Так как после капитуляции Франции часть земель на континенте отдалась Японии. Мне, естественно, это было не нужно, как вы понимаете. Поэтому пришлось объявить войну еще и Японии. Ну, для красоты. И еще я создал альянсик. Котины, да, вот так вот. Просто ради красоты. И в итоге под конец это все закончилось тем, что я наконец-таки смог, когда захватил последний этот остров, прожать создание Европейского Союза. Кстати, рекрутов у нас подлетело очень мало, всего 1,5 ляма где-то буквально. Я удивился такой, ну, видимо, такова судьба, ладно. Зато у нас сменился цвет, у нас сменились иконочки и... финальный красивый альянс Котины, и внутри этого альянса такая союзная Польша осталась. Но так, это да, выполненная ачивка, и под конец вы можете посмотреть то, что Iron Man, все достижения, все работает, все есть, так что никаких претензий, думаю, ни у кого из вас не будет. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поддержать лайком, если вам это видео было интересно. Ну и да, если есть люди, которые смотрели стрим. Да, я потратил на это тоже 4 с лишним часа почти. В 3 этапа записал, в 3 захода. Но в один я уже не смог, как это на стриме. И в итоге на это выполнение у нас ушло сколько? 8 с лишним часов. Но Европейский Союз за Рейх создан. И не говорите мне после этого, что за Францию создать будет проще. Нет, за Францию тебе легко повоевать. А вот за Рейх попробуй еще повоюй. Чертовой Бельгии. Всем пока.